Здравствуйте, мои любимые! Сегодняшняя сказка особенная, и ее нам с вами расскажет моя любимая мама. Устраивайтесь поудобнее в своей кроватке и давайте скорее отправимся в мир доброго волшебства. Волшебные часы. Самуэль, Марк и София проводили лето в Москве у бабушки Марины. День за днем они гуляли по просторным улицам столицы, качались на любимых качелях у реки, катались на самокатах, а в жару отдыхали в тенистом дворе своего многоэтажного дома. Самуэль уже закончил 4 класс и увлекался конструированием. Он был очень веселым мальчиком, но, как и положено старшему, немного серьезнее своих брата и сестры. Марк – средний брат, только готовился пойти в 1 класс. Он очень ждал этого момента, ведь у него накопилось так много вопросов об этом мире. А где, как не в школе, можно найти все ответы? А София, младшая сестренка, ходила в садик и мечтала однажды выйти на сцену красивой балериной в блестящей пачке. На бабушкиной кухне, где подоконник украшали толстые алые герани в глиняных горшках, а в шкафу хранились пузатые банки с вареньем, самое видное и почетное место занимали загадочные старинные часы. Когда-то они громко отбивали начало нового часа, но теперь стрелки замерли на месте, а круглый циферблат чуть потемнел от времени. «Это часы моей мамы», — говорила бабушка Марина. «У нее теперь другие, новые, а эти я оставила для красоты. Их уже, наверное, не починить. Сколько себя помню, они все стоят». «А где твоя мама живет?» – спросила София. «В селе Бабка в Воронежской области. Мы скоро все поедем к ней в гости». Однажды ночью, когда все разошлись по кроватям, среди тишины квартиры Марк услышал еле заметное тиканье с кухни. Он еще не успел глубоко уснуть, а странный звук разбудил его окончательно. «Самуэль, ты спишь?» – шепотом спросил Марк. «Спал, но ты меня разбудил», – сонно пробормотал Самуэль. «Тише, не стучите», – недовольно проворчала София. «Я пытаюсь уснуть». «Это не мы», – ответил Марк. «Часы на кухне заработали. Слышите?» Тиканье становилось все громче. Дети, не говоря ни слова, поднялись и побежали на кухню. Старые часы действительно заработали и исправно отмеряли большой стрелкой каждую секунду. «Вот это да!» Самуэль наклонился ближе. Они же стояли 100 лет. Вдруг крышка циферблата со щелчком распахнулась, и яркий луч света озарил темную кухню. В следующую секунду дети, крепко прижавшись друг к другу, оказались на теплой деревенской улице, на одной стороне которой стояли уютные домики, а на другой простирался бесконечный луг. Всюду гудели пчелы, в траве дрожали белые ромашки, а воздух был свежий, пах мятой, сеном и чем-то сладким. Прямо перед ребятами стоял небольшой домик с соломенной крышей. На его крыльце голубоглазая девочка лет 8 с ситцевым платьицем, с растрепанной косичкой и царапиной на коленке. Заметив ребят, она весело помахала, будто ждала их очень давно. «Здравствуйте, я Катя. Как мы сюда попали? И где мы?» – растерянно спросил Марк.
«Не бойтесь», — улыбнулась девочка, — «вы попали в часы. Точнее, то время, которое они хранят». «А мы сможем вернуться назад?» — озадаченно спросил Самуэль. «Конечно. Как только найдете кое-что важное для себя». «Не это ли задачка любого приключения?» — задорно ответила Катя, вскинув обе руки вверх, будто бы стараясь обхватить весь мир в своих объятиях. «Пойдемте скорее, я вам все покажу». Ребята весь день провели с Катей, ели шелковицу в саду, купались в речке, делились смешными историями. Уже к вечеру небо окрасилось в нежно-розовые и золотистые тона, а по саду возле домика пронесся легкий ветерок, встречая у порога юных гостей. Ребята стянули с ног пыльные сандали прямо на крыльце и, переступив порог, оказались в маленькой комнатке с одним маленьким окошком и 5 дверями. В ней было так тесно, что приходилось поворачиваться боком, чтобы не толкнуть соседа плечом. «В какую дверь зайдем?» — спросила София. «В них нельзя входить», — тихо сказала Катя. «Я пробовала. Ни одна не открывается». «А что там написано?» Марк встал на цыпочки. «Нельзя», — прочитал он по слогам. «Здесь и стоять-то тесно, не то что играть», — нахмурился Самуэль. «Давайте вместе попробуем открыть хоть одну». «Да», — оживилась София, — «вчетвером точно справимся». Все вместе взялись за ручку первой двери и потянули. Скрипнув старыми петлями, она все-таки отворилась. «Ура!» – закричали дети и зашли в просторную комнату, залитую теплым светом. Воздух в ней пах медом, окна были большими и светлыми, а из-за печки в углу навстречу ребятам, словно бусинки, высыпались 4 котят. Всем было радостно и весело, а маленькая София хохотала так, что, глядя на нее, Катя вспомнила. «Это же комната, в которой живет радость. Я была здесь, когда радовалась первому подснежнику весной, когда мои братья построили ледяные санки, и мы весело катались с горки. А главное, когда мой папа вернулся домой с войны». «Я тоже люблю радоваться», — сказала София. «Но иногда, когда мне весело, взрослые говорят: потише». Радость как ручей. Ее не удержишь, но из нее можно напиться силы. Обняла ее Катя. «Ребята, еще одна дверь открылась», — послышался голос Самуэля. Они шагнули за тяжелую синюю дверь и оказались в тихой, как вечер после дождя, комнате. За окном туман стелился по мягкой траве, а вдоль узкой тропинки стояли ивы. На каждой веточке висели капельки воды, похожие на застывшие слезы. Здесь было тихо и чуточку грустно, как в те минуты, когда вспоминаешь что-то очень личное. «А у вас бывало такое, что вы сдерживали слезы, чтобы не расстроить других?» — спросила Катя. «Конечно», — ответил Самуэль. «Иногда мне хочется плакать, но я не могу, потому что должен быть сильным». «Грусть — это не слабость», — возразила Катя. «Когда ты прячешь слезы, они становятся камнями на сердце, а когда позволяешь им течь,
Они уносят боль и освобождают место для радости. Если заплакать после того, как упал или сильно расстроен, все кажется пустяком и болит уже не так сильно, добавил Марк. А еще красивая радуга бывает только после дождя, обняла Самуэля София. Совершенно верно, улыбнулась Катя. Вдруг раздался внезапный шум, дверь соседней комнаты с грохотом отворилась настежь, и всех присутствующих окутал поток холодного воздуха. «Ой, скорее, закрывайте окна!» — крикнула Катя. Дети бросились к окнам, пока порывистый ветер хлопал створками. Снаружи долгими раскатами гремела гроза, озаряя небо яркими молниями. Переливая тусклый свет керосиновой лампы, вспышки заливали комнату синим мерцанием, оставляя на мгновение жуткие узоры теней на стенах. Друзья сидели на полу, обнявшись, и молча наблюдали бушующую стихию. Понемногу погода начала успокаиваться, гром звучал все тише, и тревога утихла. Комнату заполнил теплый желтый свет и интересный разговор друзей. «Хорошо, что вы здесь. Я так боюсь грозы», — сказала Катя. «И эту комнату я точно без вас бы не открыла. Здесь все, чего я боялась». «Я тоже иногда боюсь темноты», — прошептал Марк. «А я пауков. Их тут нет?» — спросила София и оглянулась. «Даже если есть, они сами нас боятся», — успокоил ее Самуэль. «Мы для них как великаны». «Все чего-нибудь боятся. Это не стыдно», — сказала Катя. «Страх нужен, чтобы мы были осторожны. Главное помнить, что если очень страшно, всегда можно попросить поддержки». Гроза стихла. Из соседней комнаты послышался треск огня в печи. Катя открыла дверь и увидела уголек, выкатившийся на пол. Она быстро вернула его на место и перевернула пару поленьев. В печи весело заплясали языки пламени. «Это комната злости», — сказала Катя. «Когда я была маленькой, я часто дралась или кусалась, если меня обижали. Злость — это энергия, прямо как этот огонь. Она может защищать или разрушать. Важно научиться использовать ее правильно, чтобы не ранить других, но и суметь защитить себя. Мама учила меня бить подушку, когда хочется драться», — сказал Марк. «А тому, на кого злишься, можно сказать об этом без драки и объяснить, почему. Можно еще топнуть ногой, чтобы злость угасла», — добавил Самуэль. «Иногда я так топаю ногами, что у соседей люстра шатается», — призналась София. И все засмеялись. «Вот», — улыбнулась Катя, — «главное — выпустить злость так, чтобы никого не ранить. Давайте попробуем вместе». Дети по очереди топнули ногой, хлопнули в ладоши и громко сказали, что каждого злит. Топанье сопровождалось звонким смехом, а беззаботность очень важным и взрослым осознанием. Подобно друзьям, огонек в печи весело потрескивал, вспыхивал, танцевал на поленьях, а потом успокоился и горел ровным, тихим, теплым пламенем, приглашая продолжать приключения. В последней открытой с детьми комнате было очень уютно. На полу лежали коврики, а на кровати мягкая перина и пуховые подушки.
В ней царила приятная тишина, которая обхватила каждого своими пушистыми и нежными руками. А эта комната особенная. Здесь живет тишина. Не та, от которой пусто и одиноко, а та, в которой можно услышать самого себя. «Это как?» – спросил Марк. «Сюда я приходила, когда никто не звал, когда не нужно было быть хорошей или сильной, веселой или тихой, когда не нужно было стараться и все контролировать, а можно было просто быть собой. Это и есть настоящее я», — сказала Катя. Минуту ничто не прерывало мягкой тишины, как вдруг дети услышали голос бабушки Марины, доносившийся словно из часов. «Дети, вы где? Любимые мои, где вы?» «Кажется, вам пора возвращаться», — сказала Катя. «А мы с тобой еще увидимся?» — кинулись ее обнимать дети. «Конечно», — улыбнулась девочка. «И скорее, чем вы думаете. Ну все, становитесь ближе к часам». Тик-так, и они снова оказались на кухне у бабушки в Москве. Все вокруг было так же, как в момент их исчезновения, только теперь часы работали исправно, а стрелки уверенно отсчитывали секунды, минуты и часы. «Что вы тут нашли?» — ласково спросила бабушка, обнимая внуков. «Самих себя», — ответил Самуэль. Марк и София молча улыбнулись. Через неделю вся семья отправилась в село Бабка в гости к прабабушке Екатерине Николаевне. В воздухе звенело теплое лето, тропинки то и дело перебегали зазевавшиеся ящерицы, дружелюбно махали деревья у дороги. А на крылечке дома детей уже встречала голубоглазая бабушка Катя с доброй, очень знакомой улыбкой и ведерком спелой шелковицы в руках. Ну что, мои любимые, вам понравилась сказка? Подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какие еще сказки вы хотели бы услышать. А если вы родитель и хотите сделать трогательный подарок ребенку, который он будет беречь всю жизнь, или хотите сохранить голос вашей бабушки, прабабушки, мамы, папы в волшебной истории, мы поможем вам реализовать это легко и красиво. Подробности в описании. Сказка – лучший подарок. Это ценность, которую ваши дети и внуки будут передавать поколениями. Это сложно, долго, не для вас? Нет, это легко и удобно. Мы сами напишем сказку по вашим пожеланиям, где главными героями будут ваши дети и члены вашей семьи. Мы создадим теплые иллюстрации, в которых каждый узнает себя. Мы сами приедем к вашей бабушке, маме, прабабушке и запишем ее голос, чтобы он звучал так же ясно и чисто, будто записан в профессиональной студии. Вы получите уникальную сказку в формате видео с гармоничной анимацией и качественным саунд-дизайном. Мы создадим красивую сказку, а голос вашего любимого человека сделает ее бесценной. Чтобы обсудить вашу идею, напишите нам. Сказка заканчивается, но ее тепло остается с вами навсегда.